Ну, как дела? Плохо, но могло быть хуже. Главное, вернее, самое обговариваемое событие, которое ожидаемо не состоялось. Стамбул, переговоры, Зеленский, Путин, Трамп, Эрдоган звучит как афиша какого-то странного спектакля, где актеры забили выйти на сцену. Зеленский прилетел в Стамбул как голубь мира, но с видом человека, который знает, что голуби — это не только гули-гули, но и вкусное мясо. И вот он стоит, ждет, а российская делегация, как выразился сам Владимир Александрович, бутафорская. Наивеличнейшего можно понять. Ты готовишься, костюм гладишь, речь учишь, а тебе вместо партнера по переговорам присылают завхоза. Ты-то своего завхоза дома оставил, а тебе другого все равно подсунули. Обидно. Доброго здоровьячка, хунту и хунту, барым из Украины. Кстати, увидал правильную мысль. Если уж россиянцы так мечтают проводить переговоры с учетом нынешних реалий на земле, то предлагаю эту формулу развить и закрепить с учетом реалий на море, к примеру. Ну вот чтобы все, что из Новороссийска к Босфору и обратно в Новороссийск, только с разрешения Украины. Аргумент нет. Магуров в качестве рефери пусть будет. Но есть и хорошие новости, которые, как цветы в асфальте старого парка, все равно пробиваются. Украина подписала первый международный договор в сфере искусственного интеллекта. Это, конечно, не мир, но тоже важно. Мы теперь в клубе тех, кто думает, как сделать так, чтобы роботы нас не съели. Или хотя бы не уволили. Договор подписали, все довольны. А я вот думаю, может, пора уже искусственный интеллект на переговоры в Стамбул отправлять? Он точно не обидится на бутафорскую делегацию, да и лаять не будет. Хотя Захарова кого угодно разозлит, конечно. Но если серьезно, это ведь хороший знак. Мир не едет, переговоры не едут, а мы все равно в будущее смотрим. Подписываем договоры, думаем про роботов, мечтаем, чтобы они нам помогли. А вдруг они и правда нам помогут? Вот скажите, разве плохо будет, если все население Московщины заменить искусственным интеллектом? Да пусть и китайским даже. Мне кажется, будет гораздо лучше, чем сейчас. Я бы, кстати, искусственным интеллектом сначала заменил бы власти Марганца. Нашего Марганца, да. Потому что у нас в Марганце, который прямо у фронта, решили остановки из стекла заказать. По 370 тысяч за каждую, а всего 21 остановка в планах. Я их даже немножко понимаю. Хочется хоть чего-то светлого, даже если этот свет через стеклянную остановку совсем рядом с ЛБЗ. Нет, я их даже очень сильно понимаю. Эти остановки должны обойтись в бюджету в 7 миллионов 700 тысяч гривен. Это за 21 остановку столько. А у нас один рэп стоит 320 тысяч. Если в этих почти 8 миллионах, да хотя бы процентов 15 отката заложено, то это ж они смогут на эти деньги купить для фронта, дайте посчитаю, так, 15% от суммы, это 1 155 000 разделить на 320 тысяч, это выходит, ого, чиновники Марганца собрались поставить на фронт 3,5 рэба? Или нет? Где я просчитался? Поправьте меня, кто понимает? Наш сбор на рэп для 93-й бригады, кстати, продвигается. Нам около 100 тысяч всего осталось собрать из 400 необходимых. Хотите услышать и увидеть отчет о купленном рэбе от живых хлопцев из 93-ки на канале? Помогите закрыть сбор, и я смогу это устроить. Все ссылки на все способы донатов указаны в описании и в первом комментарии. Всегда. А Трамп, наш американский наивеличнейший, как тот сосед, что приходит с советами, когда ты уже все сам и без него прекрасно сломал, говорит: Путин не приехал в Стамбул, потому что меня там не было. А в Стамбуле пусто, не выросла капуста. Да, пусто, как в кошельке после оплаты коммуналки. Сам кричал: давай бегом переговоры. Сам не приехал, сам себе ответил, сам себе поверил. Мы-то тут при чем? И вот посреди этой бутафорщины стали отовсюду лезть аналитики. Люди с серьезным лицом и еще более серьезными прогнозами рассказывают нам, что будет дальше. Есть два сценария, говорят. Пессимистический и оптимистический. Пессимистический — это когда все плохо, а потом еще хуже. А оптимистический — это когда все плохо, но ты уже привык. После Стамбула, говорят аналитики, либо мир, либо война, либо что-то посередине. Тем временем в Москве слов не подбирали. Захарова — это женщина, при появлении которой хочется налить и сразу же повторить, снова выдала перл. Что-то там про то, как МИД Украины лает, а Россия, мол, выше этого и куда-то там идет. Ну, мы-то с вами знаем, куда русские обычно ходят. У нас даже марка почтовая про это и про их русский корабль есть. Так что наш МИД в ответ тоже сыграл в конкурс капитанов очевидность. Роль российского МИДа, говорят, лаять из Москвы. Это, конечно, не переговоры, а какой-то собачий вальс, но все же лучше, чем шахедом по Дримтауну. И напоследок, совсем не про политику, но все равно про жизнь.
В Украине продажи гибридных авто выросли почти на 50%. Самые популярные модели в апреле Toyota, Hyundai, какие-то еще китайцы там в списке. Это, конечно, очень символично. Мир не едет, переговоры не едут, а мы все равно гибриды покупаем. Зачем нам покупать рэбы и дронами помогать ЗСУ? Лучше купить электричку. Она ближе к своей любимой. Знаете, что я думаю по этому поводу? Я верю, что свою прошлую машину такие граждане уже отдали на нужды ЗСУ. Ну, нужно ж человеку во что-то хорошее верить. Зробіть донат-репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролики України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!